европейский зубр сумел отступить от края вымирания. Крупнейшее наземное животное Европы, некогда почти уничтоженное в результате охоты и вырубки лесов, сегодня стало символом удачного восстановления природы. История его возвращения превратилась в одну из самых ярких побед в области охраны дикой природы. В южных горах Румынии, где века эксплуатации оставили после себя выжженные земли, картина долгое время была удручающей. Леса истощались, луга высыхали, животные исчезали. То, что когда-то представляло собой цветущую экосистему, превратилось в безмолвное пространство. Однако в 2014 году экологи решились на смелый шаг. Впервые за 2 столетия в эти места выпустили стадо зубров. На тот момент в парке было лишь 11 животных, но постепенно их число выросло до 33. Многие считали этот проект безнадежным. Зубры — огромные травоядные, способные сильно менять ландшафт, а местность здесь суровая и негостеприимная. Даже ученые сомневались в успехе. Но эксперимент все же был проведен. И уже через 1 год случилось то, чего никто не ждал. Началось возвращение жизни. История зубра в Европе — это история медленного исчезновения. Еще задолго до появления больших городов и промышленности эти гиганты свободно бродили по континенту, от французских лесов до Кавказских гор. Их деятельность формировала окружающую среду. Зубры паслись на лугах, прочищали леса, распространяли семена, рыхлили почву. Они были настоящими архитекторами экосистем. Но их господство оказалось недолгим. Сокращение популяции шло постепенно, почти незаметно на протяжении веков, пока человеческая цивилизация расширялась, занимая все больше земли. В средние века поля и деревни вытесняли зубров в последние уголки дикой природы. Массовая вырубка лесов и распашка угодий оставили животных без привычных миграционных маршрутов и мест для кормежки. Этот процесс охватил весь континент, фрагментировал экосистемы и лишил многих крупных видов среды обитания. Зубры пытались удержаться в изолированных лесах, но промышленная революция нанесла новый удар. Вместе с паровыми машинами и сталью человечество получило огнестрельное оружие. Теперь охота, некогда требовавшая умений и координации, сводилась к нажатию на курок. В XVIII-XIX веках численность животных стремительно сокращалась. Их убивали не только ради мяса и шкур, но и ради трофеев и статуса. Последние очаги популяции становились все более уязвимыми. Наибольший удар пришелся на годы Первой мировой войны. Лес Беловежьев в Польше, где жила последняя значительная популяция, превратился в арену боевых действий и источник продовольствия для армии. Немецкие солдаты практически истребили стадо. К концу войны оставалось всего 9 особей, и вскоре они тоже погибли. В 1927 году в дикой природе зубр исчез. Живыми остались только 54 особи, все в неволе. Перед учеными встал вопрос, возможно ли возродить исчезнувший вид. Среди выживших только 12 животных обладали достаточным генетическим потенциалом для восстановления популяции. Несмотря на крайне хрупкое положение, специалисты решили действовать. В 1930-е годы начались первые организованные программы разведения в Польше, Германии и России. Каждый новорожденный имел огромное значение, и каждое животное тщательно регистрировалось, чтобы избежать инбридинга. Это стало одним из первых примеров систематического генетического планирования в Европе и основой будущих программ по восстановлению редких видов. В 1932 году появилось Международное общество охраны зубра, которое объединило ученых и экологов. Несмотря на войны и политические разногласия, работа продолжалась.
Цель была простой — сохранить животных, увеличить их численность и, по возможности, расширить генофонд. К 1960-70 годам популяция в неволе заметно выросла. Зубров содержали в крупных вольерах, национальных парках и заповедниках. Но постепенно встал новый вопрос — смогут ли они снова жить на воле? Ученые понимали, что зубры — это не просто крупные животные, а ключевой вид. Их присутствие влияло на всю экосистему. Они паслись, прокладывали тропы, разносили семена, удобряли почву. Там, где их не было, леса зарастали кустарником, исчезали цветы, насекомые и птицы теряли места обитания, экосистема становилась беднее. Идея вернуть зубров в природу приобрела все больше сторонников, но этот план требовал смелости и серьезной подготовки. В начале 2000-х годов стало ясно — содержание зубров за заборами недостаточно. Их нужно возвращать туда, где они жили веками. Румыния оказалась одной из первых стран, решившихся на такой шаг. Южные Карпаты, а именно горы Тарку, были выбраны как подходящее место. Когда-то здесь обитали зубры, но более 200 лет назад они исчезли. Регион страдал от незаконной вырубки, чрезмерного выпаса и упадка сельского хозяйства. Луга заросли, леса потеряли баланс, а экосистема угасала. Местные жители называли это место «умирающим лесом». Организация Rebuilding Europe совместно с WWF Румыния решила начать крупнейший в Европе проект по реинтродукции зубра. Задача состояла не только в возвращении животных, но и в восстановлении экосистемы. Однако трудностей было немало. Местность горная, удаленная, без дорог и инфраструктуры, ветеринарная помощь ограничена. Местные жители опасались за урожаи и безопасность. Ученые не знали, выдержат ли животные такие условия. Кроме того, ограниченный генофонд делал каждую ошибку опасной для всего проекта. Тем не менее, работа началась. Зубров отбирали в разных странах Европы — в Польше, Германии, Италии, Швеции, перевозили в специальные контейнеры, проводили ветеринарные проверки. Долгие переезды требовали особой осторожности. По прибытии животных помещали в адаптационные вольеры, где они привыкали к новым условиям. На шею каждому устанавливали GPS-ошейник для отслеживания перемещений. Важной частью проекта стало взаимодействие с местными жителями. Людей приглашали работать рейнджерами и проводниками, в школах проводились занятия, организовывались встречи с деревнями. Постепенно часть жителей начала воспринимать зубров как источник гордости и будущего туризма. В мае 2014 года состоялся первый выпуск. 17 зубров вышли на свободу впервые за 200 лет. Это событие стало историческим, но первые годы оказались трудными. Некоторые животные не пережили адаптацию, техника давала сбои, ГПС, ошейники ломались. Слухи о зубрах, заходящих в деревни, усиливали недовольство. Финансирование тоже было под вопросом. Многие считали проект слишком рискованным, но вскоре появились признаки успеха. В конце 2015 года рейнджеры заметили беременную самку. Это казалось невероятным. Впервые за 2 века в Карпатах родился зубренок. Этот момент стал переломным. Постепенно стадо стабилизировалось, образовало социальные группы, начало осваивать территории и показывать естественные повадки. Ученые фиксировали новые рождения. Сомнения начали рассеиваться. Со временем стало ясно — зубры не просто выживают, они оживляют природу. Их деятельность изменила ландшафт. На месте густого подлеска появились поляны, где снова расцвели дикие цветы. Почвы стали более плодородными, вернулись птицы и насекомые, появились волки и рыси.
Даже климатические условия немного стабилизировались благодаря восстановлению растительности. К 2017 году в стаде уже было потомство, родившееся на воле. Животные уверенно осваивали территорию, GPS-данные показывали все более широкие маршруты. Экологи признали проект одним из самых успешных примеров восстановления природы в Европе. В последующие годы процесс ускорился. Рождалось все больше телят, популяция росла, генетическое разнообразие укреплялось. К 2022 году исследователи подтвердили, уровень инбридинга снизился, стадо стало самодостаточным. Более половины животных уже были рождены в дикой природе. Зубры начали перемещаться в соседние национальные парки, соединяя природные территории. Были подписаны соглашения о расширении охраняемых зон на 105 тысяч гектаров. Оказалось, что присутствие зубров оказывает еще и климатический эффект. Исследования показали, что их деятельность позволяет ежегодно связывать десятки тысяч тонн углекислого газа, превращая деградированные земли в живые углеродные хранилища. К концу 2024 года численность популяции достигла 210 особей. Южные Карпаты стали домом для крупнейшего дикого стада зубров в Европе. Животные были генетически жизнеспособными, экологически значимыми и культурно признанными. То, что начиналось как отчаянная попытка спасти исчезнувший вид, превратилось в настоящую революцию в охране природы. Зубры не просто вернулись. Вместе с ними вернулась дикая природа. И это, пожалуй, одно из величайших чудес современной Европы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.